Скажите, что мы приехали поздно и ничего не работает, не говоря об этом. Кстати, зацените мой новый микрофончик, который был подарен буквально 2 дня назад на Рождество. Легла я, значит, спать и вижу, что у нас здесь есть окно в двери. Was ist das? Was ist das einfach so? Double way! If I don't like this way, if I'm not looking for simple solutions, I climb upstairs. Тем более, что эта фигня не закрывается. Всем доброе утро. У нас уже время 9. Мы пойдем сейчас в ближайший магазин. Кстати, практически самый большой, который у нас есть, находится на вокзале. И закупимся на ближайшие несколько дней, потому что завтра воскресенье, а означает, что все закрыто. Я чувствую себя воробушком, птенчиком, который так сидит и замерз. Я снегирь. Paradise. Хочу попробовать здесь а-ля местные деликатесы. Наш балкончик. Смотрите, у нас здесь есть даже ворон. Ну, в принципе, для заднего двора очень симпатично. Медведь. Трамп Тауэр практически. Смотрите, у нас даже есть на балконе вот так вот соседняя дверь, но мы не знаем, куда она ведет, она закрыта. Катя говорит, взломать легко. Сложными инструментами. Ага, вот этим вот вороном мы можем прям вот так. Он двигается. Все, мне холодно, я ухожу. Наш очень скромный завтрак. Королевский завтрак. Королевский завтрак, говорит Ката. Но мы идем в замок только через пару дней. Мы уже подготавливаемся. Мы уже готовы. У нас сегодня так холодно на улице, что я надеваю 2 майки. Получается, у меня еще будет свитер, куртка. И я надеюсь, что я не замерзну. А все остальные, кстати, не так сильно одеваются, хотя на улице всего лишь -2. У меня в ход пошла тяжелая артиллерия. Шапка, ушки. Вы только посмотрите, сколько там голубей сидит. Очень символично. У меня уже замерзла одна рука, но мы только дошли до места встречи нашего тура. Ребята уже бегут записываться. Я в своих уникальных обмундированиях, Ката тоже решила утеплиться максимально. Вообще очень холодно. В зависимости от того, как это дальше пойдет, мне кажется, я даже не смогу снимать очень много именно вот архитектуры, просто потому что у меня замерзнет рука
Снимаешь перчатки, и руки тут же отпадают. Да, вот сейчас я держу камеру, и ну оно вообще неприятно. Макс больше похож на грабителя банка. Вот посмотрите на него, он просто готов грабить банк. Мы только что выяснили, что оказывается сейчас 0, но по ощущению минус 8. И эти минус 8 ощущаются прям полностью на минус 8. Пока мы нагуливаем 10 тысяч шагов и морозим руки, я расскажу вам про город, чтобы вы точно знали, что вас ждет, и приехали уже готовыми. Краков – это историческая столица Польши аж до 1596 года, основанная, согласно легенде, князем Краком, победившим дракона. Про дракона я буду заливать вам на втором дне, и это вообще, в моем понимании, шикарнейшая легенда. Краков – один из немногих городов, который вообще не пострадал во Вторую мировую, и если верить рассказам нашего гида, то когда поляки отступали в начале, они покинули город без борьбы ночью. А когда отступали немцы, то было буквально пару выстрелов где-то на окраине города, и на этом все. Поэтому вся архитектура и постройки настоящие, а не реконструкции. Значит, там есть кафедральный собор, где намешано все от готики до барокко, королевский замок, где аркадный двор – это прям чистый итальянский ренессанс. И на этом заканчиваются мои познания архитектурных стилей, но мы как раз дошли до главного замка Вавель. Каждый король правил в стиле египетского фараона, и ему очень хотелось оставить какую-то постройку после себя. Поэтому, ребята, там намешано просто все и вся. Вообще может показаться с первого раза, что центр очень большой, но если посмотреть на кадры с дрона, которые мы запустили, между прочим, ценой обмороженных рук, то видно, как там все компактно и очень близко расположено. Что я могу сказать? 2,5 часа в Кракове, в ощущаемых минус 8. Ощущается ужасно. Короче, нас отваливается все, но тур был очень-очень-очень интересный. Поэтому сейчас мы идем куда-нибудь в теплое место. Чтобы оттаять. Да, оттаять. Ну и мы надеемся подкрепиться. Мы, как бедные родственники, пришли в ресторан, нас отправили ждать на улице,
Чувствую себя как бездомная, знаешь, как они сидят у огня и греют руки. Да-да-да, знаете, как вот эта вот история, девочка со спичками, вот так же мы здесь. Девочка с этим огнем. Точнее, девочки и Макс. Девочки и Макс. Да, девочки и Макс. Макс смотрит. Еще какие-то там варианты ресторанов, но мы подозреваем, что оно все будет либо закрыто, либо забито. Если бы я знала, что на следующий день я заболею, то осталось бы греться в этом ресторане гораздо дольше. Польская еда мне, кстати, очень понравилась, так что кто западает по славянской еде, вам точно будет где разойтись. Катя привела нас в самое классное место для фанатов Witcher, но у нас есть маленькая, а точнее очень большая проблема, а именно это очередь. Адрес я оставлю в описании к этому видео, и очередь там действительно будь здоров. Я здесь поселюсь. Катя собирается жить. Она собирается здесь поселиться. Рядом у них есть магазинчик для фанатов, где по ощущениям не только тематика Ведьмака, но еще и Игры Престолов, а также Марвела. Смотрите, что я нашла. У меня папа очень сильно хотел блокнотики. Именно вот на таких кольцах. И я обыскала уже весь Амазон. И случайно обнаружила, что подходящие блокноты есть в этом гифт-шоп. Что хочу сказать, что у них очень интересные названия. Например, Courage Potion, Wild Range Potion, Youth Potion. Вау. Die Musik, das ist Max, das ist diese Folge. Здесь, кстати, есть возможность научиться стрелять из лука или кидать из меча или топора. Кто-то очень рад. Я рада, что Катя рада. Ну что, оказывается, даже можно одну поменять, представляете? Сколько у тебя получилось? 10 злотов. Вообще. Короче, теперь у нас Катя обогатилась, и у нее теперь... О, я вижу, у нас принесли напитки. Напитки, у нас есть напитки, други мои. Охренеть. О, вы зацените вообще, красота. Вау. Ich finde schön, dass die Anleitung aber falsch ist. Hier rein oder was? Sagt man das denn hier rein oder umgedreht? У Кати лютый восторг был. У меня до сих пор есть, я еще не закончила. Смотрите, сколько у меня здесь использованных баночек только на один коктейль. И вот это еще будет влита. А я вернулась здесь к блокнотикам. Куплю один, по крайней мере. Хотя мне из вот этих двух понравился очень по тематике вот этот, но мне уже папа триггерировал и сказал, что ему нравится вот этот. Что не сделаешь для того, чтобы сделать папу счастливым. The man is ready to protect the society and attack me. Катя, ты что хочешь купить? Я подумала еще, я еще не уверена. Катя раздумывает купить одну из классных вот таких вот штучек.
Ну что, следующая остановка у нас Рождественский рынок. Ну, кстати, смотрите, как у них прикольно. У них получаются очень узкие проходы, что в нынешний холодный момент даже нам играет на руку. И каждая палатка вот так вот огорожена отдельно, но получается огорожена только какими-нибудь полиэтиленовыми штучками. Это было самое быстрое посещение рождественского рынка. Мы были буквально там 2 минуты, проскочили, просмотрели на него, поняли, что рождественские рынки в Германии гораздо интереснее. И сейчас мы все приняли коллективное решение, что пора двигать домой через Carrefour. Купим себе на ужин. У тебя уже есть идея, что ты хочешь на ужин? Нет, что-нибудь вкусное. Что-то вкусное на ужин и будем отдыхать сегодня. Пила я, значит, себе в магазине сегодня темное пиво. И какое же мое удивление, когда оно практически по вкусу один в один напоминает квас. Ну, не то, чтобы я очень сильно расстраиваюсь, но это внезапная находка, так сказать, делает наш и без того томный вечер еще более интересным. Ката уже 10 минут пытается победить свои, как они называются, instant noodles. И сколько тебе еще осталось? Немного. Мы это cheer her up. И, короче, мы так притомились сегодня. Мы, во-первых, замерзли. Очень сильно. И пришли, сели, и ничего больше не планируем делать. То есть мы сидим, и нам хорошо. Мы сделали себе чай. У нас, конечно, такой контраст. Чай, пиво, только что без кофе. Вот. И я думаю, наш сегодня томный вечер так и закончится на такой ноте, что мы сидели, а потом такие, нам надоело сидеть. Пойдем-ка вы спать. Несмотря на вкусный аромат кофе, утро мое было совсем недобрым, потому что я конкретно заболела. И по плану у нас сегодня мы пойдем в еврейский квартал чуть-чуть посмотреть. Потом у нас еще забронированы билеты в основной замок, но не на царские палаты, а на другие выставки. Короче, сегодня я одета как капуста, у меня снова 2 майки, свитер, 2 пары носок, получается леггинсы. И я надеюсь, что сегодня мы также не замерзнем, как вчера. Хотя вчера у нас просто окоченели руки. В какой-то момент я не чувствовала себе ни пальцев ног, ни пальцев рук. Но все остальные части тела, кстати, были довольно в тепле. Я купила себе неоангин в надежде, что он хоть как-то поможет. И спойлер, он вообще не помог. Ну что ж, дошли мы до еврейского квартала, и как-то оно очень немногообещающе обшарпанно выглядит. Катя ведет нас в синагогу, как наш Цезарь, по крайней мере по картам. Мы будем ориентироваться на ее телефоне. Ощущение двоякое, как будто этот дистрикт вообще никто не ремонтировал. Дистрикт — это в смысле район. Я думаю, все помнят мой лингвистический кретинизм. Идем какими-то кустарниками в ближайшую синагогу. Еврейский квартал называется Казимеш, и раньше это был отдельный город, но с расширением Кракова он находится сейчас очень близко к центру. Если честно, впечатления у меня двоякие. Там очень много старой архитектуры, но в то же время многие здания выглядят заброшенными и неотремонтированными. Ну что ж, синагогу мы нашли, а вместе с ней и толпу народу, которая, видимо, желает в нее зайти. Мы пошли в синагогу Рему, которая считается самой маленькой в районе, но в то же время самой посещаемой паломниками со всего мира. В отличие от старой синагоги, Рема все еще действующая, поэтому я не снимала много внутри, чтобы не смущать людей. Рядом с ней находится старинное кладбище, где также есть краковская стена плача. Она сложена из осколков надгробий, которые были разрушены фашистами во время войны. Так же, как и на пражском кладбище, захоронения велись один над другим, так что под одним надгробием находится несколько захоронений. От этого складывается впечатление, что мы находимся на холме. Мы, кстати, до этого ни разу не посещали синагогу, потому что, во-первых, они все платные. И в последний раз, когда мы были, например, в Будапеште, там вход в обычную, точнее, главную синагогу был 10 евро.
Здесь он тоже платный, но с человека получается 4 евро. И мы решили попытать нашу удачу. Тем более, что это обозначено как самая большая синагога в Кракове. Здесь самые старые могилы и все, что от них осталось. Наверное, теперь я закрою свой гештальт с синагогами и дальше не буду в них заходить. Я думаю, к этому моменту вы убедились, насколько красивый и атмосферный Краков. Когда мы вернулись с небес на землю, мне срочно понадобилось что-то горячее, поэтому мы зашли в первый подвернувшийся нам Коста кофе. И, кстати, по ощущениям, просто миллион в городе. Сейчас я удивляюсь, насколько у меня нормальное и здоровое выражение лица в этот момент. Хотя тогда я чувствовала себя просто ужасно, но это был мой выбор ходить в таком состоянии по городу, потому что все-таки, извините, не каждые выходные я приезжаю в Польшу. А тут мне выдали кусочек пирога, и жизнь моя стала на секундочку лучше. Мы закупились кофе, и теперь уже время пойти на экскурсию в замок. У нас было 3 экскурсии, и сами того не зная, мы начали с самой невпечатляющей и наименее интересной, а именно оружейная. Польша вела войну не 1 год, и у них накопилось очень много экспонатов за последние леток 500, а может быть и больше. Это самая новая выставка, поэтому аудиогид был только на польском, который мы, конечно же, не понимаем. Поэтому мне было не так интерактивно, как могло бы быть. Все ярлыки дублируются на английский, поэтому шанс понять хоть что-то у меня был, но я даю этой экскурсии всего лишь 4 мяча из 10. Вот эти вот помпончики, как вы думаете, они были для женщин? То есть можно сказать, что в этой секции у нас здесь женские арбалеты? И я нашла логотип Старбакса. Ну просто посмотрите, это русалка практически 1 в 1. Мини-бобр. Мини-бобр. Эта шутка родилась, когда мы увидели вот эти вот пушечки, и Катя такая: мини-пушки, мини-бобр. Это мини-мини-пушки. Мини-пушки, мини-бобр. Вон то мини-пушки. А вот это мини-мини-пушки. Mini-Mini-Puschki. Эй, Datenschutz oder was? Ja. Ab jetzt wird Kata pixelated. На каждой шпаге и мече вот такая вот гравюра. И что говорит мне в итоге Катя? Представляешь, как это красиво выглядит, когда она все в крови, и рисунок вырисовывается прям конкретно. Следующая экскурсия Междустенье проходит в западной части холма между 2 линиями оборонительных стен, и из названия понятно, что это пространство между внутренней и внешней стеной укреплений XVIII века. Мы прошлись по металлическим мостикам над археологическими раскопками, и самое классное, что у нас были какие-то очень умные аудиогиды, которые реагировали на наше расположение и сами включали подходящее аудио для той локации, где мы были. Очень интересно, занимательно, даю 10 камней из 10. На все наши посещенные выставки обычно нужны отдельные билеты или комбинированные. Лучше бронировать их в онлайне заранее, так как группы туда пускают небольшие, особенности подземелья, чтобы сохранить микроклимат. Как мало нужно для счастья. А тем временем на улице уже стало темно.
Последняя экскурсия называлась «Лапидариум», что обозначает «Вавельские подземелья». Эта выставка находится в подвалах восточного крыла Королевского дворца, и она самая новая и технологичная. Тут у нас был не только аудиогид, но и невероятная проекция 3D-реконструкции и изображений на стенах. Тут-то я и узнала про различные интерпретации и легенды про дракона, по одной из которых под замком была пещера, где жил дракон и кошмарил весь город. В какой-то момент хитрый сапожник скормил ему овечью шкуру, набитую серой, дракон выпил половину реки и лопнул. Честно, даю этой экскурсии 15 драконов из 10. Борщик. Пироги. Аллилуйя. Конечно, я себе вообще не так представляла это путешествие. Вчера мы пришли, я прям сразу вырубилась. Сейчас у нас время уже 12, и у нас вообще сегодня такая самая упрощенная программа. В итоге в Аушвиц мы так и так решили не ходить, потому что холодно. Дойдем до центра, купим сувениры, зайдем в какую-нибудь церковь. И, в принципе, на этом все. Потом, возможно, зайдем в кафе, либо возьмем, либо там поедим. Ребята, кстати, все еще держатся. Хотя Катя говорит, у нее тоже начинает болеть горло. Поэтому вся надежда на Макса, что он останется здоровым. Madame wants to rob a bank. Ката похожа на маленького воробушка, которому холодно. И мы, кстати, только что сходили вот в этот главный собор. Вот эту красоту. Нам понравилось, там была куча народу. А это наша следующая цель. У нас есть здесь очень важное задание. Катя и я личные охранники вот этого пупуськи, который сейчас готов запускаться, но Макс должен подключиться сначала к GPS, поэтому лучшие охранники мира, Катя, не отвлекайся на всяких лошадей. Вы должны защищать. Да, на козлов тоже нельзя. Макс, как самый настоящий джентльмен, остался запускать дрона, а нас отправил в кафе, где мы будем вкушать чай, кофе, пирожное, самое главное сидеть в тепле. Смотри, если услышишь за нами следом такое бззз, где-то он за нами следит. Ну, скажем так, здесь столько много деревьев, что он здесь просто не пролетит для начала. За нами такой. Happy, Max is back. Ну что, мы все стали грабителями банка. Ага. А все потому, что на улице все так же холодно, как мы и ожидали. Вот именно так выглядит тот самый fancy dinner для человека, который болен в путешествии. Я думаю, если бы я не заболела, то это было бы одно из самых лучших рождественских путешествий, но даже в таком состоянии оно того стоило. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся в следующих видео. Всем пока!